Когда из закромов вы достаете баночку солений, на лицах гостей часто восторг потому, что сделано с любовью. И потом это прекрасное подспорье для простого обеда. Сегодня рецепт квашеных зеленых помидор. Выбирайте помидоры плотные, без явных повреждений. Желательно одинакового размера. Убираем плодоножку, моем. Далее берем подготовленный помидор и делаем крестообразный надрез не до конца. Подготавливаем другие овощи. Возьмем морковь, пастернак, петрушку, корень хрена. Можно также взять и листья этих растений. У этих корней насыщенный вкус. Можно заменить на другие. Например, на корень сельдерея. Морковь, пастернак и петрушку очищаем и нарезаем соломкой при помощи ножа или других кухонных приспособлений. Пастернак, морковь, петрушка, красный острый перец, чеснок, выдавленный через пресс. Хорошо перемешиваем, разминаем. Если ваш перец жгучий, лучше это сделать в перчатках. Подготавливаем заливку для наших помидор. Возьмем горячую воду и добавим в нее соль, сахар. Тщательно перемешаем до полного растворения. Далее нафаршируем наши помидоры овощами. Аккуратно заполняем середину. Если помидор надломится, не страшно. Выкладываем подготовленные овощи в ту емкость, в которой они будут храниться. Прокладываем слои помидор листьями или корнем хрена. Заполняем емкость. Заливаем подготовленный рассол, полностью покрывая помидоры. Помидоры могут всплывать, поэтому сверху кладем тарелку. И оставляем при комнатной температуре на 3-4 дня. А затем убираем на хранение, например, в холодильник или другое прохладное место. Вкус холодных квашеных овощей острой свежестью подчеркнет, а то и придаст изюминку любимому застолью. Приятного аппетита!